Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание неделе после Великой Пасхи. А это у нас с вами с 25 апреля по 1 мая 2022 года. Поговорим о том, что можно делать в эти дни, а что категорически нельзя делать. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, друзья, первая неделя после Пасхи в этом 2022 году приходится на период с 25 апреля по 1 мая. И называется она Светлая Седмица или Светлая Пасхальная неделя. И в это время принято отдыхать, ходить в гости, радоваться жизни, находить повод для веселья и, конечно же, поздравлять друг друга, говоря следующие слова: «Христос воскрес, воистину воскрес». И, конечно же, каждый день этой недели имеет свои особенности, свои традиции и обряды, которые сохранились до наших дней, и мы в этом видео озвучим вам. Итак, после Пасхи начинается Светлая неделя или Светлая Седмица. То есть празднование воскрешения Христа продолжается и растягивается еще на 7 дней. Но здесь очень важно помнить об ограничениях, о запретах, которые также распространяются на эту неделю. Всю неделю обязательно радуйтесь тому, что Сын Божий воскрес. Но очень важно, чтобы вы не ругались, не думали о чем-либо плохом, грустили. Нужно быть добрым и помогать другим. Не жадничайте, не скрывайте от других то, что для других это действительно важно. И начиная с понедельника, Светлой недели, можно ходить в гости. Первым к родственникам в дом всегда по народным традициям заходил мужчина. На праздничный стол гости приносили пасхи, крашенки и символические подарки. А вот женщинам в этот день лучше было оставаться дома. Понедельник после Пасхи, который называют поливальным, был самым популярным весенним праздником среди молодежи. Также этот понедельник называли еще и обливной понедельник, когда молодые парни ходили по тем домам, где есть незамужние девушки, и обливали их холодной водой, чтобы очистить. За это девушки дарили парням крашенки, а не быть облитой за весь день хотя бы раз считалось зазорно. Также этот день еще и называют волочебным из-за волочебного обряда обхода домов с заклинательными песнями для хорошего урожая. И вы знаете, традиционно вообще в эту неделю все ходят друг к другу в гости, угощают куличами, крашенками, устраивают гуляния. В понедельник было принято посещать родственников, а в дом первым обязательно, как мы уже сказали, должен зайти мужчина. И обращаем ваше внимание, что в этот день вся молодежь старалась принять самое активное участие во всех гуляниях. Далее наступал вторник Светлой недели. Еще его и называют Светлым вторником или вторник после Пасхи. И уже женщины начинали ходить в гости, а их мужчины в этот день не посещали родных. Но эти традиции, конечно же, сейчас отходят и практически не соблюдаются. Все чаще в гости приходят все семьями. Раньше в некоторых местах со вторника или со среды девушки начинали водить хороводы, поэтому среда называлась еще хороводница. Хороводы продолжались с этого дня по вечерам до Троицы. Далее наступала среда Светлой недели. По средам великодних святок многие селяне устраивали танцы и веселья. И взрослые, и дети собирались на музыку, чтобы проводить святки. Эти 3 дня пасхальных праздников были счастливым временем гостеваний, молодежных игр и забав. Далее наступал четверг Светлой недели. И в первый четверг после Пасхи девушки зазывали весну, исполняя на пригорках трогательные песни. Начиная с четверга можно было устраивать смотрины, и парни присматривали себе невесту.
Когда-то на 4-й день пасхальной недели водили кобылу. На палке делали голову, привязывали хвост, накрывали веретьем. Сверху на эту лошадь садились желающие покататься. Мужчина наряжался цыганом и водил эту кобылу по улицу. Когда кобыла падала, тогда цыган грыз ей ухо, и она вставала. Празднование к четвергу уже заканчивается, но на столах еще могут стоять пасхи, крашенки и звучать «Христос воскрес, воистину воскрес». Так позволялось отмечать в течение 40 дней до самого Вознесения. Далее наступала пятница, и в пятницу был прощенный день, который особо пышно и торжественно отмечался молодоженами, к которым приходили близкие родственники. В этот день, по традиции, девушки умывались ледяной водой, которая, как считается, помогает весь год оставаться здоровой. Далее суббота светлой недели, и здесь начинался разгар молодежных игр и гуляний. К примеру, было популярно играть в катание яиц. Все желающие складывали по полукругам свои крашеные яйца около невысокой горки, после чего один из них скатывал свое яйцо сверху, стараясь сбить как можно больше чужих яиц. Далее наступало воскресенье светлой недели. И воскресенье светлой седмицы еще называют Красной горкой. В этот день считалось плохой народной приметой сидеть дома незамужним девушкам и холостым парням. Нужно было провожать Пасху, провожать обряды встречи весны. Далее, друзья, поговорим о том, что же можно и что же нельзя делать на неделе после Пасхи. Поскольку праздник Пасхи – это торжество жизни над смертью, поэтому всю пасхальную неделю нужно радоваться, а не скорбить за умершими людьми. Ни в коем случае нельзя проводить панихиды и скорбить об умерших, что делается лишь в Красную горку, когда как раз происходит и поминание предков. В этот день вспоминают умерших, идут убирать на кладбище, а также ставят цветы возле могил. Также в эти дни не проходят панихиды. Считается, что рожденный во время пасхальной недели младенец будет наделен богатырским здоровьем, удачей и многого добьется в своей жизни. Также на светлой неделе не принято проводить обряд венчания. Можно устраивать смотрины невест, ходить на танцы, веселиться и радоваться жизни. Всю неделю нужно продолжать молиться. Конечно же, снимаются все ограничения по питанию. Можно употреблять как молочные, мясные продукты, в том числе и алкоголь. Всю неделю нужно веселиться, радоваться жизни и как можно больше все-таки отдыхать. Принято одаривать знакомых и незнакомых подарками, не скупиться на помощь и не отворачиваться от тех, кто обратился за помощью. И, конечно же, в эти дни, в светлые дни после Пасхи, желательно думать только и о хорошем. Конечно же, многие зададутся вопросом, а можно ли работать в огороде на пасхальной неделе? В Библии нет никакой информации о том, что выполнять работу на огороде в период недели Великой является грехом, но некоторые священнослужители считают, что это грех. Лучше всего тяжелые работы, такие как перекопка и так далее, которые должны быть выполняться до этого периода. А вот посевные можно выполнять непосредственно пасхальную неделю. Давайте еще поговорим о том, можно ли убирать на второй день после Пасхи. Вы знаете, лучше вообще всю неделю не убирать, не утруждать себя, так как сейчас самое время проводить время за чем-то более приятным, например, за общением с приятными вам людьми. И самое важное, запомните именно в эту неделю после Пасхи, под запретом посещения кладбища, проведения панихид и скорбь по умершим. Вот такая, друзья, у нас с вами будет
Великая неделя, пасхальная неделя или Светлая Седмица после Пасхи. Мы всех еще раз поздравляем с великим праздником, желаем всем мира, любви, гармонии. Пусть в вашей жизни будет все только самое лучшее, прекрасное. Загадывайте желания, проводите практики, ритуалы, обряды на привлечение изобилия, достатка, благополучия. И в вашей жизни обязательно все получится. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно переходите и на наш телеграм-канал. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Также обязательно ставьте лайк этому видео. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. А прямо сейчас, друзья, на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите. Там очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.